Привет! Какие овощи вы обычно готовите на гарнир? Я, например, люблю цветную капусту, но просто сварить ее, как мне кажется, достаточно скучно. К тому же из цветной капусты можно приготовить массу самостоятельных блюд, идеями которых и хочу с вами сегодня поделиться. И первое блюдо – запеченная цветная капуста. Делаю смесь для панировки, основой которой будут овсяные отруби. Можно взять любые другие, либо панировочные сухари. Добавляю соль, черный молотый перец, паприку и копченую паприку. Выдавливаю пару зубчиков чеснока. Также очень хорошо будет добавить в панировочную смесь немного зелени, например, измельченной петрушки. Вливаю оливковое масло и все хорошо перемешиваю. И ароматнейшая панировка приобретает внешний вид мелкой хлебной крошки. В другой глубокой емкости взбалтываю яйца, соль и специи к ним не добавляю. Кастрюлю с водой ставлю на огонь. Когда вода вот-вот закипит, добавляю соль и сок одного лимона. Небольшой вилок цветной капусты разбираю на соцветия. И при помощи ножа самые крупные из них делю на 2-3 части. Кусочки цветной капусты выкладываю в кипящую воду с солью и лимонным соком. Бланширую примерно 4 минуты при слабом кипении. Добавление лимонного сока во время варки хорошо сглаживает слегка рисковатый запах и вкус цветной капусты. Сваренную до полуготовности цветную капусту вынимаю из воды и сразу же горячую обваливаю в муке. У меня рисовая цельнозерновая, можно взять любую цельнозерновую муку. Мука обволакивает соцветие цветной капусты равномерным, очень тонким слоем. Далее каждое соцветие обмакиваю в яичную смесь и обваливаю в панировочной смеси. Противень застелила бумагой для выпечки, выкладываю соцветия на небольшом расстоянии друг от друга. И запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 15-17 минут. Получается отличное самостоятельное блюдо с невероятно яркой и пикантной на вкус панировкой. Обратите внимание, какой тонкий слой этой панировки. Ну а внутри сочная, ароматная цветная капуста. Из цветной капусты получаются отличные запеканки. Причем не всегда для этого нужна духовка. Я готовлю запеканки и на сковороде. Для начала нужно измельчить цветную капусту. Натираю капусту на терке и уже непосредственно из полотенца пересыпаю ее в глубокую емкость. Соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и орегано. В кофемолке до состояния муки измельчаю овсяные хлопья. Также можно использовать любую цельнозерновую муку. Разбиваю яйца и вымешиваю массу до однородности. Сковородку смазываю маслом, у меня топленое, можно взять любое растительное, и ровным слоем распределяю массу с цветной капустой. Сковороду закрываю крышкой и на самом маленьком огне готовлю запеканку примерно 10 минут. Для того, чтобы перевернуть запеканку на другую сторону, использую крышку. На время выключаю газ, чтобы не обжечь руки. Аккуратно сдвигаю запеканку из сковороды на крышку. И накрываю сковородой сверху. Получается, что сковорода закрыта крышкой, но кверх ногами. И быстрым движением переворачиваю. Снова включаю огонь и точно так же на самом медленном под крышкой готовлю еще примерно 5-7 минут. Очень советую эту чудесную ароматнейшую запеканку есть с пылу с жару. Просто сама нежность, ну а со сметанкой будет еще лучше. Для следующего блюда мне нужен печеный чеснок. Делать его можно в любых количествах, даже в огромных, и хранить потом в морозилке. Я обычно запекаю 3-4 головки. У каждой из них срезаю небольшую часть верхушки, так, чтобы стали видны все зубчики. Укладываю в небольшую емкость, которую можно закрыть крышкой, либо прикрыть фольгой. Добавляю соль, смесь дробленых перцев и немного тимьяна, свежего или сушеного. И еще буквально несколько капель любого растительного масла, так, чтобы оно попало на каждый зубчик чеснока. Горшочек закрываю крышкой и запекаю чеснок в разогретой до 180-190 градусов духовке примерно 20-25 минут. Очень удобно это делать параллельно с приготовлением какого-либо другого блюда в духовке. Готовому чесноку даю немного остыть и вынимаю зубчики. Тот чеснок, который сейчас использовать не буду, храню в стеклянной банке в холодильнике. 2-3 дня прекрасно хранится, использовать его можно во множестве блюд. Цветную капусту разбираю на маленькие соцветия, выкладываю в сотейник и заливаю молоком. Добавляю соль и черный молотый перец.
Сотейник закрываю крышкой, что несколько ускорит процесс приготовления, но далеко не ухожу, ведь в кастрюле молоко, а оно может и убежать. После закипания молока отвариваю в нем цветную капусту примерно в течение 10 минут. Огонь ниже среднего. Капуста должна полностью приготовиться и стать достаточно мягкой. Молоко полностью сливаю, далеко не убираю, возможно, оно мне еще пригодится. В сотейник выкладываю печеный чеснок. Я положила все зубчики из маленькой головки чеснока. При помощи погружного блендера делаю пюре. Цветная капуста – овощ достаточно водянистый, и пюре уже получается мягким и не густым. Но все же для более нежной текстуры я добавляю немного молока, в котором варилась цветная капуста. Еще несколько секунд работы блендера, и пюре еще более однородное и гладкое. Пюре из цветной капусты – прекрасная альтернатива картофельному пюре, ведь у него потрясающая кремовая текстура. И даже без добавления масла – сливочный вкус, который мы получаем за счет того, что капуста варится в молоке. Да и печеный чеснок в этих сливочных нотках не последнюю роль играет. По желанию, к каждой порции пюре можно добавить и немного масла, топленого или сливочного. Недавно я приготовила много пюре из цветной капусты, и часть пришлось убрать в холодильник. И на следующий день я решила использовать его в другом блюде. На хорошо разогретой сковороде без добавления масла обжариваю фарш. У меня фарш из филе бедра индейки и куриной грудки в равных пропорциях. Произвольно нарезаю несколько помидорок черри. И достаю пюре из цветной капусты из холодильника. В порционные формы для запекания слоями выкладываю подготовленные продукты. Обжаренный фарш, помидоры и пюре. А еще у меня было несколько шариков моцареллы. Выкладываю их сверху. Можно взять любой сыр по вашему желанию, а можно не использовать его и вовсе. Духовку я уже разогрела до 190 градусов, и моя запеканка будет готовиться примерно 20-25 минут. Экспромт оказался очень удачным, поэтому и решила поделиться с вами. Получается просто и вкусно. Внизу сочный и ароматный фарш. Далее идут сладкие черри, а сверху нежнейшее облачко из цветной капусты. Следующее блюдо я бы назвала цветная капуста в стиле мак энд чиз, в котором макароны прекрасно заменяет цветная капуста. Режу ее произвольно, но кусочки должны быть не очень крупными. Самую жесткую среднюю часть кочерышки можно удалить. Измельченную цветную капусту закидываю в кипящую подсоленную воду и бланширую примерно 2 минуты. Пока с цветной капусты стекает лишняя жидкость, начну делать соус, принцип приготовления которого изначально похож на соус бешамель. В сотейнике с толстым дном растапливаю масло. Всыпаю цельнозерновую муку, у меня полбяная. Прекрасный соус получается и с овсяной, например. Постоянно помешивая, обжариваю муку секунд 30 и тонкой струйкой начинаю вливать молоко. Венчиком продолжаю соус постоянно помешивать, чтобы не образовывались комочки. Огонь держу ниже среднего. Добавляю соль, черный молотый перец, паприку, немного мускатного ореха, буквально на кончике ножа. И еще немного неострой горчицы. После того, как соус закипел, то есть появились первые пузырики, варю его не более минуты. И огонь под сотейником выключаю. В горячем соусе растворяю сыр. Можно взять сыр одного сорта, можно нескольких. У меня чеддер и гауда в равных пропорциях. Сырный соус смешиваю с бланшированной цветной капустой и выкладываю в форму для запекания. По желанию сверху можно добавить еще немного сыра. Я просто горсточку отложила. Запекаю цветную капусту в сырном соусе в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. Готовое блюдо выглядит как аппетитная румяная запеканка. Получается очень пикантное и ароматное блюдо. И что мне особенно в нем нравится, капуста не слишком мягкая. Какой красивый, аккуратный и сочный качанчик мне попался. Приготовлю-ка я из него стейки. Конечно же, мясом пахнуть они не будут, но блюдо замечательное. Цветную капусту нужно нарезать ломтиками, но так, чтобы они хорошо держали форму, то есть в середине должен быть кусочек кочерышки. Соответственно, самые краешки с нежными соцветиями я отрезаю и буду использовать для другого блюда. И получается у меня 3 стейка из цветной капусты. Раскладываю их на противне на некотором расстоянии друг от друга, чтобы они не соприкасались. Каждый стейк смазываю топленым маслом, солю и перчу. Сначала с одной стороны, потом с другой.
Посыпаю свежим или сушеным тимьяном и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Пока запекается цветная капуста, на сковороде с добавлением небольшого количества топленого масла обжариваю ломтики шампиньонов. Сильно измельчать их не стоит, ломтики режу достаточно толстые. И для аромата кладу раздавленный зубчик чеснока. После я его просто уберу. Ну а грибы я не довожу до полной готовности, нужно, чтобы они немного подрумянились и приобрели красивый оттенок. По вкусу добавляю немного соли. За 25 минут, что стейки провели в духовке, цветная капуста практически готова. На каждый стейк кладу тонкие ломтики сыра, пластинки обжаренных шампиньонов и несколько маленьких шариков моцареллы. Возвращаю в духовку еще на 4-5 минут. Подавать эти манящие своим ароматом стейки нужно с пылу с жару, не ждать ни секундочки. Надеюсь, предложенные сегодня блюда вам понравились, и какое-то из них вы обязательно будете готовить. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране.